Цокольная часть идет сразу из кирпича. Сейчас объясню почему. Между несущей стеной и облицовочным кирпичом мы используем такие базальтовые сетки. Оптимизация — это основное, это у нас цикл, так скажем, стройки. Стало гораздо дешевле, по надежности все то же самое. Все это будет крепко и надежно. Всех приветствую на канале Леха Мегастроитель. Сегодня у нас обзор дома одноэтажного со вторым светом. Сегодня мы поговорим об отмостке. Армопояс у нас будет. Значит, как сделать хаотичную кладку и многое другое интересное. Начинаем. Так, начинаем мы, значит, с отмостки, вот, и цокольной части. Значит, часто задаваемый вопрос, как сделать цокольную часть дома. У нас в этом случае цокольная часть идет сразу из кирпича. Сейчас объясню почему. То есть плитка у нас будет подходить под кирпич. Раствор чуть-чуть у нас, значит, здесь подснимется, вырежется пеноплекс и подойдет плитка прям под сам кирпич. То есть, допустим, что это у нас брусчатка, и она будет подходить под сам кирпич. Связано с тем, что это кирпич у нас клинкерный. Он может находиться в агрессивной среде. Агрессивная среда — это как раз у нас самая нижняя часть дома, цокольная часть. В этом случае мы можем использовать такой кирпич и сразу ввести от плитки. Во многих случаях, то есть на многих домах сделано, либо здесь утепляется, штукатурится эта часть, то есть у нас идет облицовка ориентировочно, приблизительно с такой высоты, да, то есть полметра берется цокольной части, после чего идет у нас складка самого кирпича. Здесь же у нас от самого низа. Что касаемо кирпича и ее кладки, то есть у нас идет, значит, целый кирпич, тычок 3/4. Целый кирпич, то есть вся кладка у нас вся хаотичная. И можно обратить внимание, что есть где-то с посыпкой кирпичик, где-то есть так называемая реверсная сторона, обратная часть именно самого кирпича. То есть можно любой кирпичик взять, есть у нас реверсная сторона этого кирпича и лицевая. В данном случае можно укладывать что этой стороной, что этой. Многие заказчики просят только лицевую часть этого кирпича сделать, но нужно учитывать, что на кирпиче бывают сколы, поэтому на лицевой части и он меняется, то есть реверсной стороной, и также монтируется вкладку, то есть он не отличается по цвету. Что касаемо четвертей, четверть у нас ровно в кирпич. Кирпич у нас размер имеет 25 на 85, высота его 52 миллиметра. Значит, будет вставляться окошко. Здесь мы специально приподняли от, значит, блоков керамических. Вот эта часть до верха кирпича под окно, эта часть, она потом заливается для того, чтобы можно было смонтировать правильно и качественно окно. Закладные из полнотелого кирпича мы делаем для того, что окно, когда мы монтируем, мы легко могли закрепиться. То есть, многие говорят, что есть проблема в монтаже окон, разные, значит, окончики выходят. Вот мы под них, значит, делаем кирпич. Для того, чтобы стенка это не промерзала за счет полнотелого кирпича, с торца, с наружной части мы это все вставляем пеноплекс, где идет непосредственно кирпич. То есть у нас облицовочный кирпич и пеноплекс находятся в одном створе. Здесь становится окно, и все это пенится, и тем самым нету промерзания, мостика холода, ничего такого нету. Здесь мы используем расшивку 8 мм. Высота и глубина расшивки тоже 8 мм. Это пожелание заказчика, оно учитывается при выходе на монтаж. То есть зачастую мы делаем за подлицо, то есть с кирпичом буквально там 1-2 мм мы расшиваем, и все, на этом мы оставляем. Здесь мы расшиваем глубокой расшивкой. Нужно быть готовым к тому, что
от раствора на постели кирпича, а постель является, то есть вот мы укладываем, вот это постель кирпича, вот здесь остается черные следы. То есть либо к этому, либо с этим нужно смириться после монтажа, либо это все еще потом отмывать. Вот здесь можно крупным планом мы подснимем потом, покажем, про какие следы мы имеем в виду. То есть в массе этого не видно, но если подойти практически вплотную, да, но проходить мимо стены, то вы везде увидите такие черные, вот как подтеки. Это на самом деле после того, как кирпич расшивается, и на постели остается молочко, ну, черный колер от смеси. Для перевязки кирпича между несущей стеной и облицовочным кирпичом мы используем такие базальтовые сетки, которые монтируются, то есть придавливается раствором, после чего монтируется кирпич. И у нас здесь получается каждый раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов. Каждые 8 рядов по этому кирпичу перевязывается базальтовой сеткой. Но если на случай вот такого ЧП, как у нас, здесь вот произошло у нас непредвиденное, в общем-то срезали сетку возле окон, мы здесь набьем связи, которые будут закручиваться непосредственно в стенку и будут смотреть на кирпич, и вот мы будем в хаотичном порядке перевязывать этот угол. Если вдруг у вас изначально была здесь штукатурка запланирована, вы перешли на кирпичный монтаж, то не обязательно иметь вот такую базальтовую сетку. Есть специальные, значит, связи, которые закручиваются в блок и монтируются с облицовочным кирпичом. Мне вообще нравится снимать именно незавершенные дома, а именно когда в процессе, потому что много можно чего рассказать. Потому что красивые кадры, ну, их легко и снять, а когда в таком хаосе нужно тут еще ходить аккуратно, ноги не переломать, интереснее можно рассказать все и показать. Показывал я вам чуть ранее про отмостку, то есть у нас плитка будет подходить под кирпич. На сантиметр она будет вот таким вот образом выходить. Значит, монолитные работы выполняли здесь не мы, нам, значит, доверили полностью кладку, значит, с облицовкой и все оставшиеся работы, здесь утепление. Что я здесь хотел вам показать. Если вдруг монолитчики забыли или не залили, значит, части под облицовочный кирпич, то в данном случае вот здесь у нас стоит уголок, что здесь, и на него монтируется кирпич. То есть он пристреливается на анкера и выкладывается непосредственно уже в стенку. Так можно тоже делать, но нужно учитывать нагрузку по стене, сечение уголка, они могут быть разные. Здесь у нас небольшая высота, поэтому, собственно, позволяет небольшой уголок смонтировать. А вот в этой части дома здесь уже большой уголок. Не мы его тоже монтировали, ребята предыдущие, которые заливали, по-моему, он здесь на 150 или на 160 миллиметров, такой большой, полочка где-то в районе сантиметра. Плюс еще усиление подваренное. То есть на вопрос, что-то случится или нет, провиснет стена там или потрескается, ничего не будет. То есть с таким уголком она простоит тут 1000 лет, и ничего с ней не будет. Это уже все такие проверенные, так скажем, варианты. Еще хотелось бы показать, вот здесь интересно такая будет входная группа в котельную. То есть она будет нестандартная. Зачастую делают либо плитку тротуарную, либо крупноформатную, либо керамогранит. Здесь все полностью будет из кирпича. То есть весь кирпичик у нас будет здесь. И он будет монтироваться полностью по всей плоскости. Здесь у нас есть отметки от нуля пола. То есть мы сразу будем в уровень пола чистового в доме выкладывать этот кирпичик, чтобы когда залить в доме полусухую стяжку, подойти плиткой в один уровень с вот этим облицовочным кирпичом. В прошлом ролике, который мы снимали, я как раз анонсировал про это, что здесь у нас так будет. Вот, и у Романа Солового я спросил, как правильно все это сделать.
канал «Строительная кухня», он тоже ведет блог, рассказывает про кирпич. Он мне сказал, что нужно на эту же затирку, значит, выкладывать кирпич, но 1,5 сантиметра, не доходя до кирпича, оставить зазор для того, чтобы потом зачеканить другой специальной затиркой, которая более устойчиво будет себя вести, так скажем, на вот этом крыльце. Вот, будет служить дольше. Хватит про кирпич, да про кирпич. Давайте дальше мы пойдем. И пойдем мы вовнутрь дома и поговорим про внутренние стены, армопояс, плиты перекрытия, как все это можно собрать. У нас несущие стены. Джельский блок 44 несущий. Внутрянка 38 блок волгоградский. То есть этот блок у нас сам по себе теплее, покачественнее. Мы его на наружку использовали. Где нам нужно забутить стены несущие, мы попроще блок уже, значит, выбрали заказчиком, забутили эти стены. Под армопояса, под плиты по несколько рядов мы проходим полнотелым кирпичом. Ошибся, не под армопояса, а именно под плиты. Потому что у нас есть здесь и армопояс, и перемычки. Я сейчас объясню, почему так. Дальше. Значит, на перегородке стандартно мы всегда используем 2,1 НФ кирпич. То есть это порезованный пустотелый кирпич, который имеет два обычного вот такого полнотелого, то есть он двойной. Выкладывать его быстрее, по стоимости он дешевле, шумоизоляция у него лучше, чем у полнотелки. Крепится все достаточно легко к нему, без каких-либо проблем. Тоже часто задаваемый вопрос, как все будет держаться. Все уже проверено, все расскажем, покажем, как это все это можно сделать. Значит, что касаемо армопояса, то есть здесь технически мы могли кинуть и значит, балки. Здесь у нас балки лежат, которые мы покидали, где вот второй свет. Вот это окошко верхнее. А нижний ряд мы полностью поясок сделали армопояс. Но, во-первых, мы подсвязали дом, чтобы минимальная была у него усадка. И это самые проблематичные все места всех домов, когда значит, у нас дает раствор, блок, усадку, сам дом. Минимальные какие-то там значения в миллиметр, условно в 2, дают небольшие растрещинки. И если делать уже в зиму, как вот этот заказчик или там предыдущие, когда уходят в зиму, делают газ, начинают заниматься отделкой, то проблемы потом непосредственно случаются именно в углах дома, то есть окна, то есть верхний угол не под 45, ну, бывает растрескивается. То есть штукатурка, и приходится ее заново перечеканить, вкладывать сетки. В общем-то, это все можно сделать, ну или сделать армопояс и не переживать. Оптимизация — это основное, это у нас цикл, так скажем, стройки. Многие думают, что мы дорого стоим, наши услуги дорогие, на самом деле недорогие, потому что мы берем проекты у архитекторов, у заказчиков, и когда к нам заказчик обращается для того, чтобы рассчитать, мы сразу на стадии расчета делаем оптимизацию по проекту. Поэтому бывает такое, что и на несколько миллионов идет оптимизация по дому. Значит, вот здесь мы тоже убрали, вот здесь были везде армопояса, даже по внутренней части дома, по несущей кладке. Мы заменили это все на перемычки, это стало гораздо дешевле, по надежности все то же самое. Значит, и нам для работы это ускорил весь процесс. Поэтому можно посчитать, как сделали архитекторы и проектировщики, это будет стоить 10 миллионов рублей. А можно посчитать с оптимизацией каких-то процессов, это выйдет 9 миллионов рублей. Но при этом мы возьмем там свою комиссию, там, может быть, в районе 500 тысяч рублей за оптимизацию проекта. Проектов мы выполнили уже много, работы все разные, поэтому можем показать любой свой дом, который мы уже реализовали, люди уже есть, где живут, есть где только строятся. Разные стадии, можем все рассказать,
показать подробно. К самому интересному мы подошли. Металлоконструкции балки. Слишком большой такой резонанс был, когда первые ролики сняли об этих балках. Еще поподробнее расскажу. То есть, что это за балки? Значит, это у нас двутавровая балка. Сечение, высота полки 300 миллиметров, то есть 30 сантиметров. Толщина стенки у металла 1,5-1,8 миллиметра. Значит, мы закладываем такую вот конструкцию здесь металлическую и делаем расстояние между балок. Вот в данном случае здесь у нас 4,70, но в большинстве случаев мы делаем 4,50. Здесь это обусловлено тем, что есть расстояние, чтобы еще одну балку не покупать. Мы сделали расстояние 4,70 и закидали деревянные ригеля. Никаких ферм, ничего не нужно. Вот, мы можем видеть то, что у нас внизу пластина сваривается, вверху пластина сваривается и в торец. То есть это все переваривается и кидаются ригеля. Расстояние между ригелей деревянных вот этих балок, которые у нас идут, здесь 60 сантиметров, доска сдвоенная. Ничего не провисает уже, ну, не 1000 домов, но больше 20 точно мы сделали с такими балками. Никаких проблем нету. Как крепить стропильные системы к металлоконструкциям, мы сейчас поднимемся наверх и я покажу вам. Вот такую мы имеем металлоконструкцию, да, двутавровую балку. И здесь у нас стоят уголки. Уголки сейчас на данный момент ребята просто прихватили, выставили стропилы, чтобы побыстрее работы, так скажем, все эти велись. И сейчас сварщик у нас будет обваривать. Ну, не сегодня, а завтра он будет обваривать. Плюс мы еще есть специальные болты, которые нарезают непосредственно такой толстый металл и закрутим по одному саморезу вот эти большие отверстия. Сами стропила крепятся на шурупы, ну, на 4, где-то на 5, но в основном на 4 самореза с двух сторон они крепятся. И никуда эта конструкция не уходит, не падает, там, я не знаю, то есть, ну, у всех, наверное, разные варианты, но, по крайней мере, нужно делать вот таким вот образом, закручивать на 4, значит, самореза с двух сторон и проваривать, либо же, если у вас тоньше полка, можно чисто в теории эти уголки просто закрутить на саморезы, которые нарезают резьбу в металлоконструкциях. То есть такие есть саморезы, они продаются в разных магазинах крепежных. То есть в любом городе все это можно приобрести. Ну, коротко зацепим по кровле еще. То есть вдруг кто-то увидел стропильные ноги у нас, которые подходят к коньку, они сейчас на саморезике прокручены. На самом деле потом на 150 гвозди с двух сторон по 2 гвоздя будет пробиваться. Все это будет крепко и надежно. То есть сначала вся сборка идет, ну, на саморезах. То есть быстро каркас собрали весь, а потом уже один человек проходит и полностью все пробивает. Ригеля сдвоенные. То есть то, что вы видите, это не гнилые никакие доски. То есть, а то тоже многие могут сказать, что это гнилые или еще какие-то. Это запревшая доска. Даже при транспортировке, когда она приходит, плюс она лежит не переложенная через брусок непосредственно на складе. И она запревает. Это все легко все удаляется. Значит, есть отбеливатель древесины. По сути, это жидкость идет на основе хлора. То есть, ну, обычная как хлорка. Вот, ей все это можно снять. Доска полностью будет белая. То есть, когда сейчас пробьем, погода у нас в этом году нам практически не дает работать. Постоянно то дожди, то еще что-то. Быстро сейчас все собираем, чтобы дом не замокал. А потом уже будем обрабатывать вот эту часть.
Там у нас то, что под кровлей, уже обработано. Все, что здесь будет собираться, потом мы быстренько все это пройдем валиками, кисточками в 2 раза обработаем. Да, и еще, немаловажно, то есть вот тоже видите, да, черный. Здесь конек, небольшой уклон, пролезть здесь практически невозможно будет. Поэтому это все нужно делать. Собрали стропильную систему и обработали. Потом сюда невозможно будет попасть в данном случае. И плюс еще к тому, что когда это все будет закрыто, концентрация хлора под кровлей будет такая, что можно и задремать под кровлей, в общем-то. Подзаснуть, от химии просто нас все может вас отключить. Вот, либо вызвать рвотные всякие разные рефлексы и так далее. Не будем о плохом, идем дальше. Расскажу про полы, какие мы здесь сделали в гараже, почему именно мы на них остановились. Первое, то есть если рассматривать плитку тротуарную, ну, в гараже, наверное, это не очень все-таки такой прошлый век. Если мы рассматриваем крупноформатную плитку, там 60 на 60 керамогранитную, это дорого. У нас сейчас здесь немножко грязно, исходя из того, что мы напилили вот эти части бетона и сбиваем, для того, чтобы у нас брусчатка вот здесь подходила. Значит, вот таким вот образом продемонстрирую грязной доской. То есть у нас брусчатка будет доходить вот до сюда. Здесь у нас будет облицовочный кирпич проходить. То есть брусчатка будет заходить так же, как и на доме, под кирпич. А здесь мы отрезали сейчас нашу стяжку, значит, для того, чтобы когда ворота смонтируются по внутренней стороне, когда они опускаются, как у вас и в квартире, либо там, может быть, у вас уже есть еще частный дом, где дверь стыкуется, то есть на нем два материала стыкуются под дверью. То же самое здесь будет под воротами. То есть ворота будут опускаться, тротуарная плитка. И вот это, значит, стяжка наша. Стяжка у нас здесь с маркой бетона была залита 350. Вот сюда, если мы пройдем, тут почище. То есть можно будет посмотреть. То есть мы все полы, после чего залили. И под вертолет мы сделали всю стяжку. То есть это уже все чистовое, так скажем, покрытие для гаража. Во-первых, это быстро. А б, это самый дешевый способ. Ну и сейчас, в принципе, если здесь, ну не знаю, как-то подштукатуриться или что здесь, не знаем еще до конца, что будет на стенах, в принципе, будет хорошо совсем сочетаться. Тем более, это гараж. Ударопрочное, то есть стойкое покрытие. Делаются деформационные швы, забиваются они силикончиком, все это полируется и наносится лак. Сейчас тут грязно, но когда все это мы отсюда вытащим, значит, и помоем, будет почище. Ну, хотя бы вот здесь можно посмотреть, немножко чище. Вот, такой вариант мы в гараже сделали сами первый раз. До этого делали, ну, на, значит, промышленных объектах, в частном доме не делали. Поговорили с заказчиком, согласился. И еще у нас следующий заказчик на такие же полы тоже сразу согласился. Нужно учесть один момент. Эти полы делаются сразу после заливки. То есть заливаются полы, и буквально часа через 3-4 после того, как заливаются полы, нужно под вертолет делать эту стяжку. То есть вот мы залили, значит, эти полы, и в ночь ребята здесь все затирали. Я был в 12 часов ночи, потом в час ночи приезжал к ним. Они здесь вот все где-то ориентировочно там с 9 часов вечера и до 4 часов утра они полностью заливали, затирали эти полы. А на следующий день делаются все насечки, то есть по бетону, для того, чтобы ее не порвало. Здесь мы оставили небольшую закладную для того, чтобы ввести потом из дома вовнутрь все коммуникации. Решение всего этого, как здесь тоже обрамить качественно и круто, тоже потом покажем в следующих роликах.
На этом мы с вами прощаемся. С вами был Алексей Попов. Пока.